Приветствую всех своих подписчиков. Сегодня решил еще немножко потестировать. Тут, ну вот, как раз в сравнении полумост и мост из одного и того же инвертора переделаны. Вот, вариант как полумост и вариант как мост. Потестирую чисто на железяке, вот на этой вот тяжелой. Такая железная колобаха. Она в диаметре 50 миллиметров. Тяжелая, железная, массивная. Вот на ней как раз это такая мощная нагрузка. И плюс еще переходы точки Кюри. Вообще посмотрю, справится ли тот или другой именно разогревом выше точки Кюри, вот этой железяки. Ну, продолжим. Вот мои два этих инвертора, пока они открытые, чисто для тестов, для сравнения, чтобы можно посмотреть, что внутри там это греется, не греется. Вот это полумост, а вот это мост. Ну, разница фактически только в том, что вот эти два транзистора я заменил на два конденсатора. Остальное, в принципе, то же самое, но чуть-чуть перемотан трансформатор, первичка уменьшена с 21 витка до 17. Вот. Ну и здесь я просто побольше намотал вторички. Но я показывал в прошлых видео, все можно посмотреть у меня на канале. Вот в этом плейлисте переделка сварочных инверторов. Я туда все выкладываю, там все, короче, все стараюсь максимально подробно показать, рассказать. Так что, кому интересно, можете туда зайти, посмотреть. Вот, и сделать для себя какие-то выводы. Но продолжу. Сейчас подключу и посмотрю, как вот эта вот железяка будет греться на этом и на этом. Ну, протестирую я, как обычно, вот на этом мой такой тоже тестовый блочок. Я на нем все опробую. Вот этот индуктор, вот такой по размеру. Ну, я все на нем сейчас последнее тестирую, ну, чтобы было как-то можно что-то с чем-то сравнить. Ну и вот как раз вот эта вот болванка туда нормально встает. Вот так вот. Ну и посмотрю, что будет. Соответственно, что еще можно проверить? Ну, посмотрю, как будут греться транзисторы. Как я показывал, вот у меня вот у этого термометра в прошлом видео я показал, есть датчик выносной. Ну, мне очень удобно. Вот такой. Я его в радиатор просто втыкаю вот сюда. Вот так вот. Чтобы понять, как быстро нарастает температура и вообще начинает греться транзистор и не начинает. Ну, чтобы так для себя понять. Ну и контролировать. Вот это верхнее положение, это температура датчика, который там, но это температура в помещении. Вот здесь, в общем-то, в мастерской у меня так не жарко, я бы сказал. Ну, а сейчас греть начну. Тут температура поднимется очень быстро и нагреется в помещении тут тоже. И заодно подцепил щуп осциллографа к конденсаторам, чтобы посмотреть амплитуду, какая будет на резонансном контуре. И вот этим осциллографом буду смотреть. Клетка 200 вольт клетка получается на нем. Ну вот где-то так. Ну, я в прошлых видео показывал, что чтобы согласовать нормально вот под определенную нагрузку, нужно менять напряжение раскачки контура. Поэтому здесь вот у меня на мостовом сделано, значит, вот это 4 витка, обмотка вторичка. Вот так вот, если подключить вот этот и вот этот разъем, это 6 витков вторичка, а вот так вот, если включить вот эти два, это 10 витков вторичка. Это максимальное напряжение, вот это минимальное, но вот это вот так вот, если включить, это будет среднее. Начну с минимального, чтобы посмотреть, как потоком. И точно так же все, и потом пройдусь на полумостовом. По времени я засекать не буду, потому что в этот раз я хочу проверить чисто на каких режимах оптимально будет это все греться. Вот. Ну и буду так периодически включаться по ходу нагрева. Вот. Когда это все определить. И в этом видео в основном меня интересует вообще, справится ли вот
разогреть вот эту вот колобашку выше там 850 градусов. Ну, через точку Кюри перейдет, нет. Вот. Ну, а потом уже, когда будет понятные режимы работы на том и на другом инверторе, я уже в следующем видео, наверное, просто сравню по времени, какой инвертор вот быстрее нагреет и насколько это будет отличаться, мостовой или полумостовой. Все, включил на минимальное напряжение, на 4 витка. Частота максимальная сейчас стоит. Включаю, смотрим. Тут все поставил. Вроде ничего не забыл. Все, включаю. Поднимаю ток. Так. Ну, на 4 витках больше, чем 4 ампера мост не дает. По амплитуде там, ну, фактически от 0 и до 50 вольт. Так. Переключаю на обмотку в 6 витков. Сейчас переключу. Напряжение побольше. Ну, смотрим то же самое, что произойдет. Сейчас у меня, наверное, вот так вот как-нибудь повернуть свету, чтобы было лучше видно. Так, поднимаю. Так, на 6 витках уже получается 8 ампер может дать. И амплитуда у меня, ну, порядка 100 вольт. 100 вольт получается на 6 витках. Так, ну все. Ну и сейчас посмотрю еще на самом большом напряжении, как будет греться эта колобаха. Ну, какие токи даст. Вот. Перетыкаю теперь вот это. И вот сюда. Так, ну поднимаю. Так, 10 ампер, 15, 20. 20 ампер может вот эта обмотка дать. Будем работать, чтобы ничего не перегреть, ну где-то на 12 амперах, потому что у меня здесь автоматы стоят на 16 амперные в доме, поэтому больше там 3,5 киловатт мне никак. Ну вот 15, ну сейчас глянем, что получается. Так, вот 10 ампер, амплитуда 100. 15 ампер, амплитуда получается 200 вольт. И 18 ампер, ну где-то так. Оставляю на 12, больше не буду, чтобы запас у меня был. Вот, но греется довольно шустро. Ну теперь по транзисторам. Транзистор, ну в принципе на 12 амперах нормально. Транзистор 25 градусов. Ну, в принципе, такого быстрого нагрева транзисторов не происходит, поэтому вполне нормально все это греется. Ну, смотрим дальше. По внешнему вот этому блоку тоже все, ну, еле-еле тепленькое. Ну, вот трубка, конечно, греется, но токи большие там идут. Вот, амплитуда 200 вольт там. Поэтому, ну, видите, меняются свойства железа. Сейчас начинает падать ток, ну, если частоту не менять. А потом начнет резко расти после точки Кюри. Вот. И как раз вот когда переход точки Кюри, нужно переключать на пониженное напряжение. Тогда все дальше будет нормально греться. Вот. Но я так сейчас буду держать, так и буду держать
12 ампер подстраивается, вот, а потом перекину уже, если разогреется выше точки Кюри, вот, тогда перекину потом. Ну, фактически получается 12 ампер, если на 220 вольт, это 2,2, ну, чуть меньше 3 киловатт получается сейчас. В принципе, нормально. Где тут больше не попробовать? У меня вырубят автоматы. 16-амперные стоят автоматы в доме. У нас тут вообще ограничение максимум 5 киловатт, поэтому и одна фаза всего. Ну, это дачный участок, мастерская у меня тут, поэтому приходится как-то себя ограничивать. А с нагревом железа получается то, что мало того, что оно на индуктивность сильно влияет, когда большая масса железа, когда вносишь в индуктор, там частота уходит. Еще плюс на перемагничивание железа уходит энергия. Поэтому, конечно, это идет тоже в нагрев, но в принципе железо перемагничивается, пока вот не перейдет точки Кюри. Поэтому так вот с железом вот есть нюансы по нагреву. Немного свет погасил, чтобы было видно. Заглянем вовнутрь. Ну вон там уже в принципе краснеет. Нормально. Где-то минуты 3 прошло. Уже красное. Вот. Ну, конечно, прогрев-то идет индукционный, он снаружи. Снаружи-то покраснее. Середина, наверное, там еще сильно не прогрелась. Сама середина вот этой колобахи железной. Но, в принципе, да, разогревается нормально. Ну и довольно шустро, на 12 амперах. Вот ток начал постепенно подниматься. Значит, мы подходим уже там по температуре где-то к 700 градусов. Поинтенсивнее пошел нагрев. Вот уже когда прогрелось, теряются магнитные свойства и начинает греться пошустрее. Там все, он уже греется. Ну, это хорошо. Такую большую болванку прогрелся. Но мне хочется посмотреть, прогреет ли его выше точки Кюри. В принципе, мостовая схема вот этого мелкого инвертора вполне справляется даже с такими задачами. Так, ну вот так прогрелось. Сейчас я переключу чуть пониже напряжение, потому что начинает, ну, транзистор чуть-чуть греться. Но 27 относительно 25 это не сильный нагрев, но все-таки чуть-чуть греется. Так, 12 ампер я тут и держу. Вот, подстраиваясь, частоту чуть-чуть увеличивая, ну, потому что там идет нагрев дальше. Тут все у меня в пределах нормы. Ну, смотрите, довольно сильно там разогрелось. Сейчас я с 10 витков переключу на 6 витков и продолжу дальше. Ну вот, смотрите, переключился на 6 витков. При резонансе, ну, фактически там где-то 10,5 ампер потребления. Вот, ну и транзисторы перестали греться. Вот я почему и говорю, что нужно переключать после точки Кюри. Вот, видите, 12-15 ампер можно настроить. А если будет стоять на полную обмотку, то уже не настроить будет меньше токи. Ну не поднять будет их больше. Ну вот так разогревается эта колобашка. Остывать, конечно, она будет очень долго. Так, это на 6 витках. И потом я вот сейчас посильнее еще нагреется, и я ее переключу на 4 витка, посмотрю. Ну, фактически, после точки Кюри, вот 6 витков можно поднять до 15 ампер. На 12 нормально работает. Транзисторы
30 градусов. Значит, мы точку Кюри уже перешли, поэтому уже больше 800 градусов там точно. Сейчас пирометром посмотрю. Ну, тут, наверное, не видно будет. Ну да, где-то 750. Так, ну все, переключаю я теперь на обмотку еще меньше. Выключаю. И вот этот. Так, какой теперь? Вот этот разъем. Я перетыкаю вот сюда. Это 4 витка. Это 50 вольт. Ну, пол обмотки обычной. Включаю. И поехали. Ну, 6 ампер всего пол обмотки. Маловато, конечно. Но греть она будет сейчас. Зато транзисторы не будут греться. Ну вот, поднимается чуть-чуть ток, так что все нормально. Просто был промежуток, что я тут выключал. Ну вот половина, ну короче, вот эта вся часть, вот половина этой болванки разогрета до 800 градусов. Тут ток постепенно растет, но он сейчас и будет расти. Вот, при этом транзисторы вот с 33 градусов начали остывать 28 сейчас градусов. Так что вот нормально. После точки Кюри пол обмотки 4 витка будет нормально. Амплитуда резонанса на 50 вольтах получается 200 вольт. Здесь у меня максимально получается 8 ампер. Все работает. Транзисторы даже начали остывать 25, но в помещении уже 20 градусов. Ну, на все про все, вот с этими манипуляциями переключения напряжения, разогрев вот этой болванки до 800 градусов, где-то минут 5 у меня ушло. Ну, сейчас дальше греется, подожду еще чуть-чуть. Да, забыл сказать, в этом инверторе, вот то, что я переделал, тут изначально 40N60 стоят транзисторы, вот они тут и стоят. 4 транзистора, 40-амперные, в принципе, совершенно не греются, если правильно вот подобрать напряжение на раскачку. Ну и смотрите, 8,5 ампер продолжают греть эту болванку выше 800 градусов. Ну, это нормально. Тут все дело, ну, во времени получается, чуть подольше. Можно, конечно, все это сделать помощнее, поднагреются транзисторы, ну, в режимах других проработать, но для моих задач это не нужно. Ну, смотрите, вот, разогрелась очень прилично эта болванка, 50 миллиметров. Что воду я не включал через индуктор, воды нет. Ой, она, конечно, горячая, вот эта часть, но вот у конденсаторов, в принципе, еще терпит. Ну, считайте, тут сколько работает, ну, уже минут 8, продолжает греться, все нормально. Проблем вообще никаких нет и греется. Можно разогреть и выше. Сейчас вот еще чуть-чуть подожду. Потому что по транзисторам, вон, смотрите, там 23 градуса транзисторы. Ну, нагрев получается после точки Кюри выше там 850 градусов. Это дело уже времени. Ну, там всего у меня сейчас 9 ампер потребления. Ну, это 2 киловатта.
Вот на 2 киловаттах продолжает греться, температура болванки поднимается, все нормально. Тут если надо сильнее разогреть, просто подольше надо подождать. Ну ладно, с этим все понятно. Сейчас я это выключу и то же самое проделаю на полумосте. Посмотрю, как у полумоста, будет он справляться с такими же задачами или не будет. Сейчас попробую поднять аккуратненько, показать вам, как это дело нагрелось. Все, выключаю. Ну вот как-то так. Сверху вот она аж оплавляется. Ну понятно, что сверху температура выше, поскольку за счет скин-эффекта нагревается верхний слой сильнее, а вовнутрь уже передается за счет теплопередачи металла. Ну и получается, что вот этот наружный слой, он даже слегка оплавляется всегда и покрывается окислом таким. Ну вот так. Все. Охлаждаю. И буду пробовать теперь с полумостом то же самое. Ну что, друзья, пока остывает, тут вот нагрелось 23 в помещении уже. Пока эта болванка остывает, она долго будет остывать. Кое-какие тут выводы по поводу моста. Все нормально работает. Единственное, что надо вот перетыкать напряжение, чтобы не перегревались транзисторы. И получается, что вот конечный вариант 2 киловатта, ну 2,5, вот так вот, когда после точки Кюри. Транзисторы комнатной температуры. Фактически это очень нормально, очень большой запас получается, что все нормально работает. Ну, по времени, ну, соответствует мощность инвертора, ну, дольше придется греть. Соответственно, если бы он был там 5, 6, там 10 киловатт, то это все было бы, конечно, быстрее. Но, в принципе, а куда торопиться? Но сейчас я то же самое буду пробовать, когда остынет, продолжу снимать по полумосту. И тоже посмотрим, что на полумосте получается у меня. Так, вроде остыла, но остывала долго болванка эта. Через 3 часа она еще шипела, была больше 100 градусов, поэтому пришлось ее оттащить под воду, охладить. Потому что очень долго остывала. И сейчас она еще, ну, градусов 50, это еще час прошел. Вот, как аккумулятор тепла. С такую трубу большущую нагреть ночью, такую штуку, а так она целый день будет остывать. Ну ладно, переходим дальше. Все, поставил я полумост, подключил. Все на то же самое, как и с мостовым своим инвертором. Тоже начинаю с минимального напряжения. 35, 70, 100, 135. Ну и смотрим. Если выйду я на те же 12 ампер, будет хорошо. Заодно и посмотрю, как это все будет греться. Ну что, сейчас включаю на минимальный. Все вроде подключил. Ну здесь все так же. Осциллограф, клетка 1 200 вольт. Это на конденсаторах сидит, на резонансных. У меня температура вон транзисторов 16 градусов. Температура в помещении 20. Ну вот здесь стоит этот на радиаторе. Вот. Ну, в помещении 20, потому что вот от этого светодиодного фонаря все-таки тепло сюда идет, и здесь потеплее. Вообще там в помещении, ну, примерно градусов 18 здесь у меня. Когда все выключено отопление, выключаю я, потому что, ну, лишнюю нагрузку, чтобы не давать. Вот. Ну, все. Включаю. Значит, 35 вольт, болванка, полумост. Поехали. Так. Ну, пошли к резонансу. Резонансу 35 вольт больше 1 ампера поднять не может. Ну, порядка 2. Ну, здесь где-то амплитуда фактически те же. Ну, где-то ближе к 50 вольтам получается, где-то вот возникает. Вот.
Все, ладно, убрали. Переключаем на моточку побольше. 8 витков. В принципе, видите, переключить недолго. Если вот убрать от резонанса, чтобы токи ушли, переткнул и опять поставил на нагрев. Ну, вариант переключения напряжения можно и такой оставить. Так, ну, смотрим дальше. Поднимаю. 5 ампер. 6. 6 ампер максимально может потянуть на 70 вольтах. Понятно. Ну и здесь получается амплитуда где-то 70. Вообще нет, клетка 200 вольт, ну, больше 100 уже. 110 где-то вольт амплитуда. Но здесь уже начала греться. Пошло тепло, даже вот чувствуется. В принципе, нормально. Ну, переключаю дальше. Так, перетыкаю на обмотку 100 вольт. Вот, переткнули. Ну, смотрим. Ну вот уже побольше. Десять ампер тянет. Амплитуда резонанса почти, ну где-то 180, наверное, вольт. Вот так вот получается. Ну все, греется. Нормально. Транзисторы, кстати, тоже начали чуть-чуть греться, но это незначительно совсем. Получается, что ну, 23 градуса, но это не греться, это, в принципе, нормальный рабочий режим, температура не набегает так быстро, но, в принципе, нормально пока. Значит, 9-10 ампер здесь у меня. Ну и сейчас я на 15 витков фактически получится 1 к 1. Там 150 вольт на первичке, 17 витков и 15 витков вторичка. Фактически передача прямая. Посмотрим, как потянет. Так, тут убираем. Перетыкаем. Ну и потихонечку. Мне главное 12 ампер, если выдавится. Ну вот, видите, уже не может. Все-таки, хоть и напряжение большое, вероятность, что там большая просадка. Ну, передаточное число-то почти 1 к 1, и не хватает тока. Вот, поднять больше 7 ампер никак не получается. Вот. На максимальной. Но буду греть сейчас на предыдущей обмотке на 100 вольтах. И посмотрю, что будет. Ну, вот так в двух словах скажу. Мостовая, допустим, на 130 вольтах она давала у меня почти 20 ампер. Ну вот так где-то. Ну, посмотрим, как справится это полумост на нормальную подкачку. Сейчас я переткну обратно. Вот на этой обмотке 12 витков. Получается здесь 12 витков, там 17 витков первичка. Выставляю. Ну, в принципе, на этой обмотке вот 10 ампер нормально. Сейчас чуть-чуть прогреется и ток подымется. Вот. Ну, будем следить. Амплитуда резонанса, ну, где-то 90, нет, 190 где-то вольт, вот так на резонансе. Но, видите, он не острый резонанс. Получается, что нагрузка, ну, большая и на индуктор, и резонанс просаживается прилично. Так, ну, где-то минутка здесь прошла. Это греется. Потом посмотрим. Ну и ток уже можно. Ну вот 10 ампер. Даже
Ну да, будем считать, что 10 ампер стабильно стоит, стабильно держит. 10 ампер это 2,2 киловатта где-то получается мощность на нагрев вот этой болванки. Ну, будем смотреть, как там будет дальше. Транзисторы вот 30 градусов, в принципе, чуть-чуть они греются, но в мосту, допустим, ну вот в предыдущей я показывал, они больше 35 градусов не нагревались. Ну, посмотрим, что здесь получится. Ну так, тоже я бы сказал, что не горячий. Но главное понять, справится ли полумост, ну, в принципе, вот с такой болванкой. Ну, сами понимаете, что полумост и плюс еще не мощный на 2,2 киловатта всего. Ну, посмотрим. Так, посмотрим. Ну, смотрите, уже краснеет. Ну, в принципе, тянет. Получается, сейчас, ну, нагревается и начинает падать чуть-чуть ток. Вот. Тут у меня 8 ампер сейчас. Ну, в принципе, это вот где-то минуты 3 прошло и уже нормально. Но я считаю, что для там 2 киловатт на такую вот болванку очень даже прилично. Ну, греет дальше нормально. Транзисторы нормальные, 30 градусов. Так что смотрим. Возможно, на полумосте и не придется перетыкать напряжение. Посмотрим, как поведет себя полумост. Ну вот греется. Вот на 12 витках 100 вольт. Больше 8 ампер не поднять. Сейчас попробую переткнуть быстренько на пониже обмотку. Посмотрю. Вот так вот посмотрю, что будет. И потом верну обратно. Ну, поехали кверху. Нет, а на этой больше 4 вообще не поднять. Так что пока что оптимально 100 вольт для раскачки на полумосте. При этом транзисторы нормально. Холодные 28 градусов. Вон верхние показания, так что нормально. Ну вот, пошел переходный режим. Видите, когда переходит, ток начал подниматься. Уже 10 ампер. С 8 ампер это вот точку Кюри начинает переходить. Соответственно, я буду держать на где-то на 10 амперах, пока не перейдет. Ну, чтобы ничего не поджечь. А мостовой я держал на 12 амперах. А так, в принципе, все, 10 ампер. Ну да, больше не поднять. Вот 10 ампер, точка Кюри. Вроде болванка дошла. Так, что с амплитудой у нас? Ну, амплитуда до 200 вольт подросла. В принципе, нормально. Ну, получается, смотрите, перешла точку Кюри, особо не было такого большого скачка. Все, начал ток падать. Можно переключить, наверное, на пониже напряжение, и будет нормально. Ну, там где-то вот так уже нормальная температура, уже 800 градусов там есть этой болванки. Вот, а по размеру это сантиметров 11 по высоте она прогревает. В принципе, нормально. Ну, смотрите, все, точку Кюри перешло. Я переключил на 70 вольт. Ну и 7 ампер уже реально можно дать. Мост после точки Кюри работал у меня где-то на 8-9 амперах там. Ну, вот так. Транзисторы не греются. Ну да, больше не поднять. 7 ампер можно на 70 вольтах. Ну, смотрим. Догреем до температуры прилично и посмотрю. Транзисторы холодные.
Ну да, 30 градусов транзисторы, 8 ампер. Ну вот постепенно, видите, растет ток, продолжает греться после точки Curie. И если, допустим, не переключить на пониженное напряжение, то ток будет падать и начнут греться транзисторы. Вот такая взаимосвязь. А так, смотрите, уже почти до 9 ампер поднялся ток. Соответственно, пошла мощность нагрева, увеличилась. И все пошло нормально. Ну вот как-то так он греется. 9 ампер. И все. Ну это 2 киловатта получается по потреблению инвертора. Насколько большой КПД, тут сложно сказать. Ну вот греется. Амплитуда при этом уже почти 300 вольт. Ну ток уже 11 ампер получается. Видите? 11 ампер до пика резонанса. Ну на 10 я подержу, потому что на пике не стоит держать, начнут транзисторы греться, но в принципе возможно. Вот. И кстати продолжает расти ток тоже, значит чуть-чуть великовато напряжение все равно. Вот, ну для транзисторов нормально пока 33 градуса транзисторы. Ну вот, на 10 амперах все так же греется. Получается, что в сравнении с мостовым до точки Curie мощность больше может отдать мостовой, когда там на перемагничивание идет, вот все. А после точки Curie примерно вот они работают одинаково. Так что на графитовой тегле, что мост, что полумост, там, ну, это совсем незаметно будет по мощности разница. Ну, зато экономия в транзисторах. Тут всего 2 транзистора как работают, а в мостовом 4. Так что если сразу 2 убирать и оставлять 2, то получится, что 2 в запасе. Но с другой стороны, обычно в мостовом, если вылетают, то вылетают 2 транзистора, поэтому можно потом переделать уже на полумост, и то же самое будет в принципе. Но у меня тут комбинаций больше можно сделать. Вот я сейчас переключил, это у меня 7 витков. Так вот грело на 8 витках, сейчас чуть поменьше сделал. 7. Ну да. Получалось, что на 8 витках вот после нормального прогрева уже ток чуть-чуть начинает падать, а вот на 7 витках вот 10 ампер нормально, и пошло все в рост. Вот как-то так. Он даже 11 ампер. Получается, видите, с железом, если вот греть железо, то надо напряжение по ходу нагрева уменьшать напряжение раскачки, и тогда будет все нормально. Как это автоматизировать, я не знаю. Транзисторы на 7 витках. Ну, токи увеличились, транзисторы чуть-чуть подогрелись с 32 градусов до 34. Но это не критично и быстро не набегает температура. Значит, ну, они в стандартном режиме работают. Ну, а здесь все как обычно. Все без воды у меня. 10 ампер. О, если перескочить резонанс, то ток больше 20 ампер сразу скачет. Вот, если выйти на резонанс, поэтому так аккуратненько. Сейчас у меня скаканул ток аж на 20 ампер. Вот опять уползло на 20 ампер. Надо понижать еще напряжение. Там болванка перегрелась уже. Выскакивает периодически на 20 ампер. Но при этом транзисторы терпят.
Ну, уменьшился опять на 35 вольт, на минимальную, посмотрю. Нет, на минимальном вот он все, никак не раскачать. Получается, что на 7 амперах, ну, в смысле, на 7 витках, не на амперах, а на 7 витках, это максимальный нагрев получается, и ток аж проскакивает, если к резонансу близко подойти, там очень резкий резонанс получается, и сразу 20 ампер, такой скачок. Но обратно переключил на 7 витков. Вот. 10 ампер там можно. Сейчас оно чуть подостыло, пока я тут включал, переподключал. Но вот как-то так это все работает. Ну все, наверное, тут стало понятно. Сейчас сделаю кое-какие выводы. Все, выключаю. Сейчас покажу, как она разогрелась, болванка у меня. Транзисторы вон стали 26. Ну, в принципе, они в очень хорошем режиме работают. Даже транзистор, вот, зашкалило 20 ампер, пропустил сейчас. Вот, видите, как уходит? Смотрите, чуть резонанс. И опа, и в 20 ампер сразу. На пике сразу потребление 20 ампер. Вот не очень хороший режим получается. Вот, поэтому вот опять перескочил. Очень нужно контролировать. Просто я боюсь пожечь. Не хочется, нет запасных транзисторов. Вот, сейчас нагрев пошел мощный, и сразу получается нагрузка уменьшается на контур. Добротность контура увеличивается. Не все. Ну ладно, я поменьше поставлю специально вот так вот где-то, чтобы у меня опять не зашкалило. Транзисторы 32 градуса. Ну что, друзья, показываю, как нагрел полумост. Все, выключаю, чтобы ничего не пожечь. На сегодня хватит. Сейчас будем делать выводы. Все выключу. Как бы так взять получше. Ну вот так разогрета болванка. 50 миллиметров в диаметре. Вот, фактически грел 2 киловаттами. Я думаю, что это нормальный результат. О, тяжелая. Все. Сейчас еще будет она часа 4 тут остывать. И тут можно в помещении не включать отопление, будет жарко и так. Ну вот, друзья, жарко от этой. Прям тут как это, у костра сидишь, очень жарко. Ну смотрите, все, провел серию тестов. Что вот, на мой взгляд, я могу как-то сравнить. Смотрите, железо, ну вот и я сравниваю на одну и ту же нагрузку мост и полумост. Из одного и того же инвертора сделано. В принципе, транзисторы те же самые. Ну, все то же самое, ничего не менялось там. Ну, на трансформаторе вторичка чуть-чуть вот изменена. Все. Ну, это чтобы соответствующее напряжение можно было поподбирать. Ну, вывод такой, что, допустим, если греть тигли графитовые, то там вообще разница, ну, может быть, там 5%, вот, 5-10% между мостом и полумостом, как работают, я имею в виду по мощности, вот, ну и по мощности нагрева. А вот с железом, тут главное с железом, сегодня я пробовал именно на железе, получается, что такая закономерность, что мостовой можно мощнее на мостовом греть железо до точки Кюри. Там можно выставить большие токи, вот, и все нормально получается. Полумостовой не хватает ему мощности. Но суть-то в том, потому что там на мостовом вторичная обмотка, ну, поскольку по первичной проходит 300 вольт, да, на вторичной обмотке меньше витков, чтобы получить то же напряжение, что полумостовой. Потому что в полумостовой по первичке проходит в 2 раза меньше напряжения. Поэтому как бы при том же напряжении на мостовом ток выше может дать инвертор. Ну понятно, потому что там, ну, пересчитать, если витки
то там соотношение будет выше в сторону тока, при том же напряжении. А на полумостовом, чтобы получить то же напряжение, соответственно, там уже будут потери по току, потому что передаточное число уменьшается между первичной и вторичной обмоткой. Вот. И вероятнее все, что напряжение проседает и не дает раскачать вот всю конструкцию. Поэтому, когда большая нагрузка и вот железо, то мостовой до точки Кюри хорошо греет. А вот после точки Кюри, когда переходишь 800 градусов, когда нет вот магнитной составляющей, то что мостовой, что полумостовой, в принципе, работают более-менее одинаково. Тут разница может в 10-15%. Вот так. Вот. Если во временном периоде смотреть, ну, чуть подольше погреть на полумосте и все. Ну, с другой стороны, радует, что даже два транзистора в полумосте справляются. Вот. Поэтому, может быть, если в полумосте сделать соотношение там другое в трансформаторе, или как-то вот силовой трансформатор перемотать в сторону других вот передаточных чисел, то, может быть, можно чуть-чуть улучшить. Но для, так скажу, что для графитовых тиглей полумост вполне подходит. Это, ну, в районе 2,5 киловатт можно получать, это очень прилично греет, это можно плавить медь вполне нормально. Ну и видите, железо тоже получается, что можно разогреть и на полумосте, даже транзисторы не нагрелись, при том, что работают всего 40-амперные транзисторы, у меня 40N60, они на 40 ампер и на 600 вольт. Ну вот как-то такие пока выводы у меня. Вот. Но будем дальше там думать и что-нибудь додумаем. Главное решить. Вот загвоздка одна только в железе. Вот. Именно вот этот переход у железа в районе там 700-800 градусов, вот когда переход происходит, вот там надо менять напряжение. Это надо как-то реализовать. Просто я пробовал скважностью не получается. Там сразу реактивные токи лезут вот в этот промежуток между импульсов, потому что импульс становится короче, промежуток больше, и сюда реактивка вся залезает, и начинают греться транзисторы. В принципе, мощность падает, да, поскольку напряжение это падает, но реактивка это все дело перебивает. Вот, поэтому не получается, начинают греться транзисторы, если скважностью. Пока что вот перетыканием только обмоток у меня получается нормально вот добиться нужных результатов именно на железо, на разогрев железа. Ну и при том я скажу, что до 1000 градусов такую болванку разогреть полумостом хиленьким таким, это вполне хороший результат. Ну ладно, все. На сегодня все. Всем пока. Кто досмотрел и дослушал, значит, вам интересно. Вот. В следующем видео, наверное, потестирую уже батарею свою, которую я там показывал. То, что паракапельную я сварил так по-быстрому. Ну и все. Всем удачи. Не болейте. Ну и, как всегда, будьте по жизни позитивны. Пока.